Вот если бы существовало волшебное средство, которое, как по мановению волшебной палочки, сотрет сразу все морщины с лица, приподнимет уголочки губ, приподнимет уголочки глаз, уберет второй подбородок, раскладет носогубные складки. Мечты, мечты, где ваша сладость? Осталось только мечтать. Хотя погодите-ка, я знаю, что мы с вами будем делать. Вы научитесь вместе со мной делать упражнения для лица. Классно! Ура, ура, ура! Как я придумала! Здорово! Потрясающе! Это же великолепно! Вы сразу получите средство, которое убирает и морщины со лба, из глаз, и разглаживает носогубки, и второй подбородок, даже омолаживает костную ткань. Да это круче, чем волшебство! Все, я не хочу ждать. Давайте учиться. Ну что, вы готовы научиться? Пойдем. Друзья, привет! Сегодня с доброй волшебной ведьмой вы научитесь делать прекрасное зелье под названием «Прощай, гусиные лапки». Вот такое вот великолепное зелье вы будете делать вместе со мной, с одной из сестер-близняшек, прекрасное упражнение на зону глаз. Ну что, давай начинать? Мои хорошие, приступаем к выполнению упражнения от гусиных лапок. Мы формируем вилочку двумя пальцами, букву V, и помещаем на нижнее веко. Внимание! Важно не давить на эту зону. Поместили пальцы спокойно, легко, просто лежат. И слегка раздвиньте указательным пальцем немножечко кожу в сторону, сильно не тяните. Не надо натягивать до ушей эту зону, не надо натягивать. Чуть-чуть, все мягко, нежно, с любовью к себе. Чуть-чуть раздвинули. И начинаем прищуривать взгляд. Я могу подойти немножечко поближе к вам, чтобы увидели, что я прищуриваюсь. Прищуриваем взгляд. Очень важный момент. Это упражнение кажется простым. Это, конечно же, не гири тягать, не гантели, не со штангой приседать. Но у многих не получается. Опыт показывает, что у многих не получается сокращать нижнее веко от верхнего века. И какой получается у нас эффект, когда мы выполняем это упражнение неправильно? Вот таким вот образом показываем вам неправильный вариант выполнения упражнения от гусиных лапок. Когда мы вот так сразу и верхнее, и нижнее веко сокращаем, нам нужно постараться изолировать нижнее веко от верхнего века. Каким образом это сделать? Мои рекомендации новичкам, у которых не получается выполнять это упражнение. Вы можете направить взгляд при выполнении этого упражнения чуть выше горизонта, чуть выше линии горизонта. Посмотрите. Раздвинули, смотрим чуть выше линии горизонта и прищуриваем нижнее веко. Это позволит вам немножечко почувствовать пульсацию у внутреннего и внешнего уголка глаза. Не страшно, если поначалу у вас не получается сделать упражнение правильно. Самое главное правило упражнений для лица, фитнеса для лица, как и для тела, собственно говоря, это регулярность. Занимаясь регулярно, у вас обязательно получится выполнять это упражнение правильно. Кстати, мои дорогие, помимо того, что упражнения для зоны глаз избавляют от гусиных лапок, упражнения для этой зоны также убирают темные круги и мешки под глазами. Давайте я немножечко вас познакомлю. Хочу, чтобы вы знали,
Почему это происходит? Почему у нас, во-первых, разглаживаются морщины вокруг глаз, и почему уходят темные круги и мешки под глазами? Первое. Разглаживаются морщины, потому что мы тренируем мышцу, а мышцы на лице вплетаются в кожу. Соответственно, во время тренировки мышца становится короче, и представьте, что вот эта мышца, а вот там кожа. И кожа, соответственно, тянется за мышцами, она подтягивается и разглаживаются морщинки. А за счет чего у нас уходят темные круги и мешки под глазами? В зоне глаз находятся лимфатические узлы. Основная задача лимфатических узлов и вообще лимфатической системы – очищать наш организм от всего плохого, от токсинов. Эта система, она собирает там-сям, везде все плохое, все отработанное и естественным образом выводит из организма. Другими словами, если в нашем организме какой-то застой происходит лимфатической системы, это отражается где, мои дорогие? Конечно же, все отражается на нашем лице. Вот так вот устроена природа, что все отражается на лице. Потому что функция мышц – это эмоции. Эмоции, и когда мы себя плохо чувствуем, мы испытываем какие-то эмоции. Когда мы себя прекрасно чувствуем, мы тоже испытываем какие-то эмоции. Стресс – тоже эмоции, и все это отражается именно на лице. Лицо никуда не спрячешь. Оно у нас одно, и давайте с вами о нем заботиться. Но немножечко отвлеклась. Итак, лимфатические узлы в зоне глаз. Но хочу вам сказать, мы их стимулируем опосредованно, то есть не непосредственно. Конечно же, лимфатические узлы не находятся прям под кожей, они находятся гораздо глубже, и поэтому не бойтесь работать с зоной глаз. И еще такой важный момент. Итак, одной из причин образования мешочков под глазами – это скопление лишней жидкости, либо это может быть скопление жира, жировых пакетиков. И когда мы стимулируем наши мышцы, у нас улучшается в зоне глаз кровообращение, что позволяет, конечно же, избавиться. Улучшается состояние сосудов, капилляров и уходят темные круги под глазами. Важный такой момент. Нужно выполнять все упражнения в комплексе. Одна из причин, потому что у нас на лице все мышцы между собой вот так переплетены. И когда мы тренируем какую-то вот часть из этих мышц, она становится короче, другая наоборот растягивается. И чтобы нам не прийти к тому, к чему мы хотим уйти, от чего мы хотим уйти, нам нужно тренировать все мышцы одинаково. На зону глаз, как правило, в зависимости от того, какой комплекс вы выберете для себя по гимнастике для лица, в зависимости от этого есть несколько упражнений. Как правило, это несколько упражнений. Я рекомендую, чтобы идеально, когда в комплексе, примерно 5 упражнений на зону глаз. А вообще можно выполнять даже 3 упражнения на зону глаз. Это какие? На поднятие верхнего века, на укрепление нижнего века и на укрепление мышцы, поднимающей верхнее веко, на подвижное веко. Вот это тоже идеальный комплекс. Вот так вот, мои дорогие. Мои хорошие, в следующем видео вы узнаете, как сделать наши губы пухлыми, красивыми. С возрастом, как известно, губы немножечко сжимаются. Это, кстати, одна из причин сокращения. Очень сокращается круговая мышца губ и появляются морщинки вокруг губ. В следующем видео ты узнаешь, как научиться тренировать вот эту зону, как заботиться о своих губах. Чтобы не пропустить, ты можешь подписаться на наш с сестренкой канал. Кстати, мне даже сказали, что в правом, где-то с правой стороны где-то находится колокольчик, на который нужно нажать, и будут приходить уведомления.
чтобы ты, моя прекрасная леди, не пропустила следующее упражнение и собрала для себя идеальный комплекс.